Анна всю жизнь была из тех людей, про кого говорят «слишком добрая для этого мира». Ее глаза, выцветшие от времени, все еще светились теплом, а руки, огрубевшие от работы, всегда были готовы обнять или помочь. Она растила сына, Андрея. Одна. Муж ушел, когда мальчику было 3, оставив ее с пустыми карманами и разбитым сердцем. Но Анна не озлобилась. Она шила соседям занавески, пекла пироги для школьных ярмарок, одалживала последние деньги тем, кто просил. «Добро возвращается», — говорила она, улыбаясь, и верила в это, как в молитву. Ей было 67, когда все рухнуло. Соседка, молодая женщина с ребенком на руках, умоляла Анну подписать какие-то бумаги, якобы для займа на лечение малыша. Анна, не вчитываясь, поставила подпись, а через месяц узнала, что ее квартира больше не ее. Мошенники, воспользовавшись ее доверчивостью, переписали жилье на себя. Она стояла у подъезда с чемоданом, в котором лежали старый альбом с фотографиями и пара платьев, и смотрела на окна, где еще вчера варила борщ. Слезы текли тихо, но она их вытерла и сказала себе: «Ничего, Андрей поможет». Андрей жил в соседнем городе с женой Леной и 6-летней дочкой Соней. Дом у них был небольшой, но уютный, с цветами на подоконниках и запахом свежесваренного кофе по утрам. Анна позвонила сыну, голос дрожал. «Андрюша, мне больше некуда идти. Можно я поживу у вас?» На том конце провода повисла тишина, а потом он буркнул: «Приезжай». Но только временно. Она приехала на следующий день. Лена встретила ее холодно, скрестив руки на груди, а Соня спряталась за мать, глядя на бабушку, с любопытством и страхом. Андрей молчал, но в его взгляде было что-то тяжелое, как грозовая туча. Анна поставила чемодан у двери и сказала: «Я не буду в тягость. Только уголок мне дайте, и все». Но уголок стал ее миром. Ей выделили старую раскладушку в углу гостиной, где по ночам скрипели пружины, а днем она старалась быть незаметной. Лена шипела, что в доме и так тесно, а Андрей смотрел на нее так, будто она была старой мебелью, от которой пора избавиться. Анна чувствовала, как ее сердце сжимается, но улыбалась. Ради Сони, ради сына, ради той любви, что она вложила в него все эти годы. Она еще не знала, что ее доброта, ее вера в людей приведет ее в ад, который устроит ее собственный ребенок. Анна старалась изо всех сил. Каждое утро она вставала раньше всех, чтобы не мешать, складывала раскладушку и тихо сидела в углу с чашкой чая, пока дом просыпался. Она мечтала хоть немного растопить ледяную стену, что выросла между ней и семьей сына. Однажды, заметив, как Соня тянется к ее старому альбому с фотографиями, Анна решилась. «Хочешь, я расскажу тебе про эти снимки? Вот тут твой папа еще маленький, мы с ним лепили снеговика». Соня робко улыбнулась, ее глаза загорелись, но тут в комнату вошла Лена. «Соня, иди делать уроки. Не отвлекайся на ерунду», — бросила она, даже не взглянув на Анну. Анна проглотила ком в горле и кивнула. Она решила попробовать иначе. С Леной. На следующий день она испекла пирог с яблоками, как делала в детстве для Андрея. Аромат заполнил дом, и Соня даже захлопала в ладоши, но Лена скривилась. «Мы следим за питанием. Это лишнее». Андрей, вернувшись с работы, только фыркнул. «Мама, ты хоть понимаешь, что нам твои пироги не нужны? Хватит лезть не в свое дело». Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Но настоящий ад начался с мелочи. Анна случайно уронила чашку.
старую, потрескавшуюся, которую Лена давно хотела выбросить. Раздался звон, и в кухню ворвался Андрей. Его лицо покраснело, глаза сузились. «Ты что, совсем из ума выжила? Это наш дом, а ты тут все рушишь». «Андрюша, прости, я не хотела...» — начала Анна, но он перебил. «Хватит ныть. Ты вообще понимаешь, как ты нам жизнь портишь? Сидела бы в своей квартире, если б не такая дура доверчивая». Слова резали, как ножи. Анна опустила голову, чувствуя, как слезы жгут глаза, но не дала им упасть. Она убрала осколки, а потом весь вечер молчала, сгорбившись на раскладушке. Иногда она прикладывала руку к груди, сердце кололо будто иглой, но она думала, что это от обиды. Соня смотрела на нее из-за угла, но подойти не решилась. А потом случился тот день. За окном лил дождь, холодный, осенний, пробирающий до костей. Анна хотела приготовить ужин, чтобы хоть как-то загладить свою вину, но Андрей пришел домой в плохом настроении. Он увидел ее у плиты и взорвался. «Что ты тут возишься? Я же сказал, не лезь. Убирайся отсюда, мне тошно на тебя смотреть». «Андрюша, я только хотела...» «Вон!» — рявкнул он, указывая на дверь. «Иди, куда хочешь, только не мозоль мне глаза». Лена промолчала, отвернувшись к окну. Соня заплакала, но Андрей только шикнул на нее. Анна, дрожа, взяла свой старый плащ, чемодан и вышла под дождь. Дверь хлопнула за ней, как выстрел. Она прошла несколько шагов и села на скамейку у подъезда. Ноги не держали. Вода стекала по ее седым волосам, смешиваясь со слезами, которые она больше не сдерживала. Сердце билось неровно, боль пульсировала в груди. Но она сидела, вспоминая, как качала маленького Андрюшу на руках, напевая: «Спи, мой мальчик, ночь пришла. Я же все для тебя делала. Почему ты меня так?» — шептала она в пустоту. Она сидела там, пока не стемнело, пока холод не сковал ее пальцы. И в этот момент что-то внутри нее сломалось. Не доброта, нет, а вера в то, что ее любовь к сыну может что-то изменить. Анна встала с промокшей скамейки, медленно, как будто каждое движение отнимало последние силы. Чемодан остался лежать под скамейкой, она не взяла его. Только старый альбом с фотографиями прижала к груди, словно это было все, что осталось от ее прежней жизни. Она брела по мокрым улицам, мимо фонарей, что отражались в лужах, как разбитые звезды, пока не наткнулась на небольшое здание с вывеской «Теплый угол». Надпись гласила «Приют и помощь нуждающимся». Свет из окон манил, и она остановилась, чувствуя, как сердце снова кольнуло. «Вы в порядке? Заходите. Простудитесь ведь», — раздался голос. Это была женщина лет 50, с усталыми, но добрыми глазами. Ее звали Вера, и она работала здесь. Анна вошла, дрожа, и рассказала про обман с квартирой, умолчав про сына. Вера предложила ей горячий чай и место на ночь. «Оставайтесь, сколько нужно», — сказала она мягко. «У нас тут много таких, как вы». Анна кивнула, чувствуя, как тепло комнаты обнимает ее. Она осталась. Сначала на ночь, а потом и на дни, которые превратились в недели. Анна помогала готовить еду для других постояльцев, читала детям из приюта сказки, шила заплатки на старые куртки. Но иногда она останавливалась, хваталась за грудь, сердце ныло, дыхание сбивалось, и ей приходилось садиться, чтобы отдышаться. Она скрывала это, не желая быть обузой, и ее руки, дрожавшие от унижений Андрея, снова обрели смысл. Ночами она открывала альбом и смотрела на фото маленького Андрюши, шепча: «Прости, что не смогла тебя спасти.
Она не винила себя. Больше нет. Она просто оплакивала мальчика, которого потеряла где-то по дороге. Андрей заметил ее отсутствие только на третий день. Лена спросила, куда делась раскладушка, и он пожал плечами. Ушла, наверное. И хорошо. Меньше проблем. Но что-то кольнуло его внутри. Не сразу, а позже, когда он нашел под диваном старую открытку, которую Анна сделала ему на день рождения лет 20 назад. «Моему лучшему сыну», было написано ее аккуратным почерком. Он смял бумагу и выбросил, но ночью не спал, глядя в потолок. Прошел месяц. Соня начала спрашивать: «Пап, а где бабушка?» Она обещала рассказать про снеговика. Андрей огрызнулся. «Не знаю, Соня. Хватит ныть». Но девочка не унималась, и ее вопросы, как капли, точили его броню. Однажды он случайно увидел Анну. Она шла по улице с сумкой, полной продуктов, рядом с Верой. Ее лицо было спокойным, даже светлым, и Андрей замер. Она не выглядела сломленной. Она выглядела живой. Впервые за долгое время он почувствовал укол. Не злости, а чего-то другого. Стыда, сожаления. Он не знал. Он вернулся домой и сел за стол, где Лена что-то ворчала про работу. Соня рисовала в углу, напевая ту самую колыбельную, что Анна пела ему в детстве. И вдруг Андрея накрыло. Он вспомнил, как она сидела с ним у кровати, когда он болел, как гладила его по голове, как жертвовала всем ради него. А он? Он выгнал ее под дождь. Он сломал ее, как ломают старую игрушку, которой больше не играют. На следующий день он поехал в теплый угол. Хотел извиниться, хотел вернуть ее, сказать, что был неправ. Но Анна посмотрела на него через стеклянную дверь и покачала головой. Ее глаза были сухими, твердыми, как камни. «Уходи, Андрей», — сказала она тихо. «Я теперь дома. А ты живи, как знаешь». Дверь закрылась. Он стоял под тем же дождем, что и она тогда, и впервые за годы заплакал. Не от злости, не от обиды, от осознания, что потерял ее навсегда. А в маленькой комнате Анна сидела с альбомом, гладя пальцем фото сына, и шептала: «Прощай, мой мальчик». Анна заболела через полгода. Боль в груди, что началась еще дома у Андрея, стала сильнее, одышка мучила ее все чаще. Вера заметила, как Анна бледнеет, держась за сердце, и настояла на враче. Диагноз прозвучал как приговор. Сердечная недостаточность. Запущенная стадия. Годы стресса и одиночества подточили ее здоровье. Ее положили в больницу. Маленькую, с выцветшими стенами и запахом лекарств. Анна лежала у окна, глядя на серое небо, и иногда улыбалась, вспоминая, как Соня однажды тайком подсунула ей рисунок с бабушкой и цветами. Вера нашла номер Андрея в старом блокноте, который Анна однажды оставила на столе в теплом углу, и позвонила ему не по просьбе Анны, а по собственной воле, чувствуя, что так будет правильно. Он приехал на следующий день. Волосы растрепаны, рубашка помята, в руках букет ромашек, которые Анна любила в молодости. Он вошел в палату, и время будто остановилось. Она лежала, такая маленькая, такая хрупкая, с кислородной маской на лице. Ее глаза, когда-то теплые, как летнее солнце, теперь были тусклыми, но все еще живыми. «Мама?» Голос Андрея сорвался. Он сел рядом, сжимая букет так, что стебли хрустнули. Я пришел?» Анна долго молчала, глядя на него. Потом медленно сняла маску, и ее голос, слабый, как шорох листьев, прорвался сквозь тишину. «Зачем, Андрюша?» Он опустил голову. Слова застревали в горле, как камни. «Я был неправ. Я не знаю, как я мог так с тобой. Прости меня, мама. Пожалуйста».
Она смотрела на него с такой болью, что казалось, ее сердце вот-вот остановится. Она протянула руку, тонкую, почти прозрачную, и коснулась его ладони. «Ты был моим мальчиком», — прошептала она. «Я любила тебя каждой клеточкой. И сейчас люблю. Но ты забыл, что такое добро, Андрюша. Я не хотела тебе зла. Никогда». Андрей заплакал, не сдерживаясь, как ребенок, уткнувшись лицом в ее руку. Он вспоминал все. Ее колыбельные, ее пироги, ее улыбку, когда он приносил ей первые рисунки. И как он сам, своими руками, разрушил это. «Я верну тебя домой, мама. Я все исправлю, обещаю». Но она покачала головой. «Мой дом теперь не с тобой. Я нашла покой, сынок. А ты еще можешь найти свой». Ее дыхание становилось все слабее. Сердце билось неровно, с перебоями. Она сжала его руку последний раз, с той силой, что осталось в ее душе. «Я прощаю тебя», — сказала она, и ее голос дрогнул, как струна, что вот-вот порвется. «Но не ради меня, ради себя. Будь человеком, Андрюша. Для Сони. Для себя». Она закрыла глаза. Ромашки упали на пол, и тишина накрыла палату. Ее сердце остановилось тихо, устало, как будто, наконец, отпустило всю боль, что она несла. Андрей сидел там еще час, держа ее руку, пока медсестра не увела его прочь. Он вернулся домой другим. Лена заметила это сразу, но не спросила. Просто скрестила руки и отвернулась. Соня подбежала к нему, обняла, и он вдруг разрыдался, прижимая ее к себе. «Прости, Сонечка», — шептал он. «Я буду лучше, обещаю». На следующий день он поехал в теплый угол и отдал все свои сбережения. Не ради прощения, он знал, что его не заслужил, а ради того, чтобы хоть как-то продолжить то добро, что Анна несла в мир. Он смотрел на людей, которым помогала мать, и впервые понял, кем она была и кем он не стал. А ночью, когда Соня спала, он достал старый альбом, который Анна оставила в больнице, открыл его и увидел фото. Он, маленький, смеется, а она держит его на руках. Под снимком ее почерком было написано «Мой свет». И в этот момент Андрей почувствовал, что она все еще с ним, в этой боли, в этой надежде, в этом уроке, который она дала ему напоследок. Он не искупил вину, но он начал жить так, чтобы однажды, может быть, стать достойным ее прощения. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.